Всем привет! Решил записать видео по тематике, да, этого дымонагнетателей. Это турбинки, вот из них делают дымонагнетатель или компрессор для дымогенератора, для нагнетания воздуха, да, или нагнетания дыма в коптильную камеру. Вот такие вот здесь турбинки. Вот. У них размер 50 на 50 и толщина 15 миллиметров. Вот. Вот видно вот здесь вот две разные турбинки, да, то есть по этикеткам видно, одна синяя, другая серебристая этикетка. Турбинки одинаковые с виду, вообще ничем не отличаются, кроме как этикеток. Вот. Провода одинаковые, вот, все одинаковое. Вот. Единственное, что этикетка отличается. Продавец тоже один и тот же. Покупаю, я их заказываю у китайцев, или как их там называют, чинайцы, да, Чина. 惠娘，是你吗？惠娘，惠娘，我是惠娘，我是惠娘。 Вот, беру их на Алиэкспресс у одного и того же продавца. Изначально у них были только такие продавались. Вот. А потом, видимо, они их все продали. Вот. Начали продавать вот такие. Иногда и попадаются вот такие, приходят. То есть, видимо, небольшая партия какая-то поступает, они и такие распродают. Вот. Но что хочу сказать. Вот эта вот турбинка, вот с серебристой наклейкой, да, 12 вольт, все здесь написано, все. То есть больше тут кроме ничего не написано, кроме как 12 вольт. Вот 12 вольт написано, и все, больше ничего нет. Вот то, что Made in China, и все. Эта вот турбинка, она регулируется вот данным шим-модулем очень отлично, с нуля и до 100% регулируется очень хорошо. Вот эта турбинка с синей наклейкой, да, этикеткой, она этой шим-модулем, вот этим данным им же китайским, да, чинайским, с Алиэкспресса с того же, да, вот эта вот турбинка не регулируется. Она работает только на больших оборотах, то есть максимум выкрутил и работает только на больших оборотах. Вот. С чем это связано, не знаю. Видимо, они закупают этот магазин у разных производителей, да, вот, и сначала у них вот такие были партии, продавали, потом закончилось продавать вот такие вот, то есть партию распродали, закупили другую партию, да, с виду они одинаковые, но, еще раз говорю, вот эта турбинка регулируется, запомните, да, кто будет заказывать на Алиэкспресс, вот все ссылочки я внизу в описании под видео тоже скину, вот, можете заходить к этому продавцу, смотреть, вот, то есть заказывать. Еще раз говорю, вот эта турбинка, она регулируется хорошо вот данным шим-модулем. Вот. Вот эта турбинка синяя не регулируется данным шим-модулем. Вот. Только на больших оборотах и все. То есть маленькие обороты добиться невозможно, да? Вот этим вот шим-модулем. Вот. Что они сюда вставляют? Какие-то микросхемы, да, в плату. Вот, куда проводки подпаиваются. Здесь в эту плату они вставляют какую-то микросхему, видимо, стабилизирующая какая-то микросхема, и она препятствует регулировке вот данного шим-модуля. Вот, то есть не поддается регулировке. Вот в этом в этом турбинке, вот в этой, ну, здесь какая-то другая стоит стабилизация, да, вот, она регулируется прекрасно вот таким вот шим-модулем. Вот. Так, что я буду сейчас, решил записать видео еще, как можно добиться регулировки вот, данной турбинки, да, которая не регулируется этим шим-модулем. Вот, я экспериментальным путем достиг того, чтобы вот без этого шим-модуля вот, можно было регулировать. Вот, я подобрал там, опытным экспериментальным путем вот такой резистор, да, резистор переменный 1 килоом. Вот. И подключать его нужно от блока питания, да, вот, потом я продемонстрирую это на видео, вот, без этого шим-модуля, то есть заменяем этот шим-модуль вот этим вот резистором обычным одним.
Все, и будет регулироваться наша турбинка. Вот, все. Сейчас продемонстрирую тоже, да. И сейчас вот покажу, как вот можно с данным шим-модулем тоже добиться регулировки. Но для этого нам нужно будет одну детальку, это конденсатор 0,1 микрофарад. Так, куда я ее дел? Сейчас я ее принесу. Вот эта деталька, вот такая вот, это конденсатор, вот 1 микрофарад, 0,1 микрофарад. Вот здесь маркировку не видно, но это 0,1 микрофарад. Вот кому интересно, запишите, вот купить в радиолюбителе. Вот такая вот деталька. И для того, чтобы он регулировался, вот этот синий, да, вот этим шим-модулем, вот, можно будет вот эту вот деталь, конденсатор, да, вот, его даже впаивать здесь не надо. Можно вместе вот с этими вот проводками от нашей турбинки, вот, параллельно сюда его вкрутить вот этими колодками, да, клеммные колодки. Вот сюда вкручиваем, и все будет регулироваться. Но регулируется он хуже, вот, чем вот этим регулятором, то есть резистором переменным на 1 кОм. Вот, то есть он хуже регулирует вот этот шим-модуль благодаря вот этой вот доработке. Эту доработку мне подсказал один человек, да, на моем канале. Он вот написал мне в сообщение, вот, и в комментариях под видео, и сказал то, что можно добиться такой вот, благодаря вот этому шим-модулю, ну, плавной регулировки, так скажем, да, добавив вот такой деталь, то есть подключив параллельно. Вот, именно те турбинки, которые не регулируются данным шим-модулем. Ну да, я попробовал, в принципе, регулируется, но хуже, то есть с рывками, вот, и очень сильно там пищит вот эта вот турбинка, пищит, не хочет как бы она как бы сильно так регулироваться плавненько, вот, но регулируется. Да, можно добиться регулировки, но еще раз говорю то, что вот этот резистор, он намного лучше регулирует, чем вот этот шим-модуль вот с этой вот деталькой дополнительно, да, доработанный. Вот, сейчас включим и проверим, как это все дело работает. Вот. Данный блок питания, вот, он покупается в магазине, либо там, где продаются светодиодные ленты, лампочки, да, вот все по электрике. Это называется блок питания для светодиодных лент, либо, как его еще называют, это модуль, да, вот, драйвер для светодиодных лент. Вот, это 12-вольтовый на 3 ватта. Всего лишь навсего здесь на 3 ватта он достаточно. Такой вот маленький он, вот, шим-модуль, практически он, даже шим-модуль больше, чем этот модуль блок питания 12-вольтовый. Вот, но ему хватает этой турбинки достаточно. Вот. Так, сейчас мы его подключим, и я продемонстрирую, как он крутится. Да, вот это переверну нашу турбинку и посмотрим, как он будет крутиться. Так, включаем в розетку. Вот мы видим, шим-модуль включился, лампочка загорелась, да? Лампочка здесь включилась. Он с регулятора с включением, с щелчком, вот раз включился, и лампочка загорелась. Вот слышно, как он пищит, но не запускается. Он даже не хочет запускаться с этим шим-модулем. Слышно, да, как он пищит, пищит он. Он даже не хочет запускаться с этим шим-модулем. Вот, некоторые турбинки запускаются, некоторые не запускаются вообще, да, только вот писк идет и все, вот он, вот, я не знаю, даже рукой крутнуть, и он не запускается. Вот, только мы подключаем, да, вот сюда параллельно вот в эти клеммные контакты, клеммную колодку, наш конденсатор. Так, как лучше показать, чтобы было видно. Так, и вот я втыкаю сюда, да, и вот он будет сейчас крутиться. Так. Все, вот он запустился.
только я тыкнул, да, то есть присоединил конденсатор к этим контактам, которые выходят на эту вот турбинку, и все, турбинка закрутилась просто моментально и на больших оборотах. То есть 4800 оборотов он крутит. То есть слышно, как он работает. Вот я подношу к микрофону. То есть турбинка прям нормально работает. Вот. И регулировка вот такая. То есть он сейчас на максимальных. Вот я убавляю, и он очень резко убавляется. В один момент он резко убавляется, но все равно он убавляется. То есть работает. Вот мы видим, как он крутиться начинает медленней. Вот. Писк идет, да, но вот он остановился тут. Вот опять мы его запустили. Да, крутится, да, нам так подпискивает, так противно. Вот, поднес я микрофон. Вот. Все вроде регулируется нормально. Да, разговора нет. Спасибо, что мне подсказал. Вот, я не знаю, как вас зовут. Вы мне не написали более. Я вам сказал, что вы мне написали. Вот, в личное сообщение. Вот, пообщались бы с вами прям с удовольствием. Вот, ну, я не знаю, как вас зовут. Вот, спасибо вам за эту подсказку, да. Шим-модуль. Вот с этой доработкой он регулирует данную турбинку. Вот, все это отлично. Вот, но вот этот вот именно резистор, вот без этого шим-модуля подключен, то есть регулирует даже лучше, чем, плавнее, чем этот шим-модуль вот с этой доработкой. Вот. И стоимость этого резистора будет дешевле, чем этого шим-модуля, да, с этим резистором. Вот. Сейчас мы его подключим и посмотрим тоже, как он. Так, на видео я снимать не буду, как это все дело подключать. Сейчас подключу и запустим. Так, все, я подключил, убрал данный шим-модуль. Вот, отложили в сторону, подключил наш резистор, да, 1 килоом. Вот, плюс от блока питания я подсоединил к плюсу, напрямую к нашей турбинке. Вот, и минус я от блока питания в разрез поставил на резистор, да, вот, посмотрите, здесь два вывода соединил вместе, вот с этой стороны, да, вот, и на другой вывод от турбинки проводок подсоединил. Все, сейчас мы его подключим и проверим, как он будет крутиться с данным резистором. Проводки у меня не на пайку, просто прикрутил и слетел. Так, включаем его в розетку. Все, то есть я его прибавил на всю мощность. И сразу видим, он без всяких конденсаторов, без всяких шим-модулей запустился и регулируется. То есть вот я кручу регулятор, можно смотреть. То есть видно, как он даже шумит, слышно. Вот. Так, вот я убавляю резистор. И турбинка тоже убавляется. То есть регулировка турбинки присутствует, да, вот от нуля практически. И что характерно, писка такого нет, как от шим-модуля. Так, вот я его останавливаю полностью. Так, кручу резистор, все. Вот он остановился. Чуть-чуть я его прибавил, резистор, и вот он, турбинка закрутилась, да. Так, поднесу микрофон поближе, чтобы было слышно, как он. Вот слышно то, что писка такого даже нету, как вот шим-модуля. Турбинка крутится более-менее тихо, турбинка крутится, да, вот, и не такого писка даже нету, как от шим-модуля. Так, слетел наш проводок.
Так, все, вот мы его подключили. То есть еще раз, от турбинки красный плюс проводок и красный плюс блока питания напрямую к турбинке подключен. Вот. А минус в разрыв ставим вот от блока питания, да, на два контакта резистора. Вот, на два контакта резистора с этой стороны, да. И третий выход, контакт резистора, это на нашу турбинку идет проводок. Все. То есть регулировка, вот видно то, что регулировка есть. Плавная регулировка и, что характерно, без всяких там писков, всяких вот этой вот турбинки. Вот. Неприятных всяких писков. То есть турбинка регулируется. Так, по поводу вот этого, сейчас мы его подключим к нашему шим-модулю и покажу то, что эта турбинка регулируется отлично. Вот, при помощи этого шим-модуля. Вот, но не знаю, как вот его можно найти, да, в Китае, каким образом. И не факт, что китайцы вам пришлют именно такую турбинку, а могут вот прислать такую. Потому что у них бывают фотографии даже вот такие на фото выставлены, а присылают они вот такие синие. То есть они не успевают даже поменять фото, да, у них закончились такие вот турбинки. Они тупо вот такую турбинку присылают. Вот. С виду они одинаковые, только наклейки цвет разный. Все. Видимо, производитель другой, вот, и там у них защита стоит, то есть контроллер, да, на этой вот плате у них впаян. Микросхема совершенно другая. Вот сейчас мы подключим и включу видео, опять запишем, посмотрим, как она крутится, вот эта турбинка. Так, все, подсоединил я вот эту турбинку к шим-модулю. Вот резистор в сторону с деталькой, да, конденсатором. Так, включаем розетку. Запустился, наша турбинка запустилась. Вот она работает. Работает турбинка, вот с белой наклеечкой. Вот, и регулируется данная турбинка. Сейчас я покажу. То есть даже по звуку понятно. То есть вот сейчас она работает на полную мощность. И убавляется очень плавно. Очень. Полностью убавляется. Вот я кручу резистор полностью, да, до конца выкручиваю. И турбинка еще не остановилась. То есть она крутится. Тоже никаких писков, ничего нет. То есть очень адекватно реагирует эта вот турбинка на этот шим-модуль. То есть очень медленно крутится. Вот видно то, что турбинка крутится. Вот, остановилась. Это практически до нуля. И с нуля она запускается тоже с нуля. Вот я чуть только крутнул, и она запустилась. Вот. Это можно так сказать, то, что она запускается, ну, можно сказать, где-то с 2-3 вольт примерно, даже ну, с 3-4 примерно она запускается, эта турбинка. Вот. То есть он подает плавно, этот модуль меняет, да, вольтаж. И очень медленно запускается даже с 4 вольт. То есть здесь стоит защита какая-то, которая адекватно реагирует вот на этот шим-модуль. Не защита, а стабилизатор вот именно этого двигателя, моторчика. Все, то есть она регулируется от начала до конца просто идеально. Вот именно вот эта турбинка. Вот тоже 4800 оборотов. Точно такая же. Но производитель другой. Я не знаю почему. Скорее всего, я свое мнение высказал. Скорее всего, у них закончились одни турбинки от одного производителя, они начали продавать другие. Вот, потому что здесь даже написано по-другому, да, видно. Вот. На синем турбинке даже написано по-китайски какие-то слова. Вот. А на серебристой турбинке, вот наклейки, здесь совершенно другие надписи. Вот, поэтому, скорее всего, производитель другой. Вот, и именно вот такую турбинку ищите.
Но не факт, что такая придет вам. Если придет вот такая турбинка, вот, то подключайте, вот как я вам показал, чтобы она крутилась и регулировалась. То есть здесь у нас цена турбинки этой где-то примерно 100 рублей. То есть она иногда опускается практически до 100 рублей, иногда может дойти до 200. То есть по-разному китайцы их продают. Я не знаю, почему они сначала они могут и завысить цены, потом они их опустят, типа скидка. Вот, ну, это вот их китайские такие вот у магазинов причуды. Вот, цены они разные ставят на Алиэкспресс. Когда-то скидки бывают, когда-то нет. Вот, а когда-то очень сильно повышают цены на них. Вот, ну, в среднем она где-то 150 рублей вот сейчас на сегодняшний день, февраль, да, вот, месяц 2023 года, 150 рублей она стоит. Это турбинка, размер 50 на 50 на 15 миллиметров. По поводу блока питания я сказал, это драйвер от светодиодной ленты, 12 вольт, 3 ватта. Здесь достаточно. Можно 6-ваттный, но он будет немного побольше. 12-ваттный, он будет чуть-чуть еще больше. Вот. Но 3-ваттный достаточно, сами видите, все крутится, все идеально, то есть ничего не греется. Вот. Кушает этот турбинка очень мало, вот, поэтому потребление у нее слабое и не будет перегреваться-то особо ничего. По поводу его ресурса, ну, ресурс у всего есть какой-то, да, вот, я не знаю, какой у него будет ресурс у этой турбинки, потому что здесь нет подшипника. С подшипником, естественно, будет раза в 2-3 дороже, вот такая турбиночка, вот, а то и еще больше, вот, поэтому, но у всего есть ресурс свой, как ни крути, то есть не получится такого, что купили турбинку такую, да, и ее на всю жизнь вам хватит. На всю жизнь хватит, если вы будете коптить раз в год или 2 раза в год. Ну, 3 раза, 4 раза. Но если вы работаете на продажу, они могут и выходить из строя, да. Гудеть будут или еще что-то, да, потому что подшипника нет. Потребует потом замена его. Ну, в принципе, они недорогие, поэтому можно и поменять. Все, то есть продемонстрировал, как все это дело подключается. Продемонстрировал с данным шим-модулем, как работают э, два данных вентилятора, да, турбинки. Вот, как подключать те, которые не регулируются, да, с данным шим-модулем. Как подключать, которые не регулируются с резистором. Вот, то есть резистор 1 килоом. Вот, можете записать себе, чтобы не забыть. Если с данным шим-модулем, то конденсатор 0,1 микрофарад. Он вставляется, то есть вот сюда вот, на выход нашей турбинки параллельно, да. То есть один контакт на плюс турбинки, другой на минус турбинки. Вот. Все. То есть вот так вот его подключаете, зажимаете параллельно на выход. И все. И оно будет регулироваться, хотя бы будет регулироваться, да. Вот. Что вы найдете для себя, что вы найдете для себя лучшим, вот, то есть ставьте. Вот, я остановился на том, что вот этот резистор именно для этой турбинки, вот для синей, да, синей наклейки, он лучше, чем это шим-модуль с данным конденсатором. Вот, еще раз спасибо подсказчику моему, да, в комментариях написал. Да, пишите в комментариях обязательно, что вы думаете, как бы всегда все мысли свои какие-то высказывайте, я стараюсь всем отвечать. Вот, комментариев как бы не совсем много, вот, подписчиков у меня не миллион, как говорится, поэтому могу ответить всем. Вот, всем спасибо, как говорится, за подписку, если вы не подписались. Вот. Так, ну вот и все, что я хотел рассказать об этих турбинках. Да, еще забыл упомянуть то, что такие турбинки еще есть на Алиэкспресс меньше оборотов, то есть в 2 раза меньше, да. Здесь вот эта турбинка на 4800 оборотов, имейте в виду при заказе. То есть я фото здесь тоже выложу на видео, вот приложу, то есть как выбрать. То есть есть 3000 оборотов такие, да, турбинки, точно такие же. Вот, они ничем не отличаются.
Нужно только как при выборе, ну, нажать на Алиэкспрессе в нужное место, да, то есть там написано будут цифры 4800 и 3000, по-моему, 400, не помню. Вот, и выбирайте 4800 оборотов, вот именно, потому что эти, они оборотистые и очень хорошо дуют. Те, которые малооборотистые, 3000 оборотов, они дуют медленнее, и все равно у них производительность меньше будет. Вот, и они даже когда работают, очень тихо, их не слышно, как работают. А эти гудят очень интенсивно, даже слышно, как они работают, эти вот турбинки на полной мощности. Вот, поэтому, вот, а когда будете выбирать, смотрите по оборотам. И такие турбинки тоже смотрите. Вот. Ну а какой вам пришлют, это тоже здесь как бы неизвестно, потому что иногда бывает заказываешь одно, турбинку, вот, а приходит с другой этикеткой турбинка. Вот, и, ну, здесь уже ничего не поделаешь. Вот, здесь нужно будет уже смотреть, ставить либо резистор, да, вот, на турбинку, которая не регулируется шим-модулем. Вот, а если такая турбинка придет с серебристой этикеткой, вот, и она шим-модулем регулируется, то шим-модуль, конечно, он лучше будет регулировать. Вот. В принципе, все в видео я объяснил. Так, те, кто хочет приобрести такие вот дымонагнетатели, вот, я прикреплю здесь в видео тоже номер телефона. Вот, заказывайте. На данный момент, да, видеосъемки, это 2023 год, февраль, у нас она стоит 1400. Вот, поэтому кому хочется такой себе заказать и не хочется возиться, да, с изготовлением, заказывать что-то там где-то, покупать, бегать, вот, и можете заказать себе такой. То есть в комплекте идет вот такой эжектор на быстросъеме, и здесь у нас идет 1/2 ниппель. Вот, он вкручивается в тройник, вот с этой трубочкой. Вот. Все это дело вставляется в быстросъем и включается в розетку. То есть все регулируется, все нормально. Вот, кто хочет заказать, я видео прикреплю номер телефона и заказывайте. Вот также все ссылочки и контакты будут внизу в описании под видео. Вот, так что переходите, смотрите. Вот, ссылочки все на компоненты, да, вот эту турбинку, на шим-модуль для регулировки, на резистор. Вот, все это дело я тоже выложу внизу в описании под видео. Кому интересно будет, можете заказать себе такой. Тоже в Алиэкспресс собрать себе подобный аппаратик. Вот. Также будет у меня видео по изготовлению такого аппарата. Я решил видео не удлинять, большое не делать. Вот. И по изготовлению такого аппарата будет следующее видео. Так что смотрите, переходите на мой канал. Вот. Подписывайтесь и смотрите, как сделать его своими руками, такой аппарат. Вот. Все будет подробненько. Да, также будет видео по сравнению, как работают по производительности турбинка, вот 4800 оборотов, потом 3000 оборотов, такая же турбинка, вот, и простой обычный кулер такой квадратненький, тоже сделаю такой дым-нагнетатель с ним, вот, и все это протестируем, проверим анемометром, сколько они производительность воздуха, да, производят, вот, и проверим обороты движков тахометром. Все это дело, видео тоже будет у меня скоро выйдет на нашем канале, так что подписывайтесь, не пропустите. Вот, все это будет интересненько посмотреть, сравнение. Вот. Ну все, всем пока, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки, оставляйте комментарии под видео, что вы думаете, да, по поводу этого видео. Как бы вы сделали регулировку вот данных кулеров, вот, и может быть что-то интересное у кого-то, да, расскажут наши зрители. Так что пишите, обсудим, вот, либо звоните, пишите на WhatsApp. Все, всем пока, до встречи.